Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». У нас сегодня агрогороскоп с 1 по 4 марта. Начинается уже весна календарная. Итак, мы рассмотрим все работы с 1 по 4 марта 2022 года. Время московское. Первый день этого графика, вторник, это еще знак стихии воздуха, знак Водолей будет здесь властвовать. Ну и мы находимся уже в период Гекаты, черной луны, перед новолунием. Рассмотрим этот день, потому что он отличается кое-чем от этих дальнейших дней. И это, кстати, новолуние и Геката еще будет продолжаться. Поэтому в эти дни ничего не сеем, с рассадой ничего не делаем. Для комнатных цветов и рассады цветочных растений актуальна защита от вредителей и болезней, так как растения в доме, будьте добры, используйте или аптечные препараты, или же биопрепараты. Поливы в знаке стихии воздуха не проводим и подкормки тоже не проводим. Они здесь не нужны и только принесут нехорошее воздействие на корни. В саду вот это очень хорошее время, уже завершающий день перед новолунием, можно заниматься обрезкой садовых растений и стихия воздуха. Ранки быстро зашивают. Зеленые операции проводим, заготовки делаем, хорошо хранятся. А вот что касается квашения и приготовления настоек, не делаем. Качество никакое. Здесь будет капуста сухая, настойки тоже не будут качественными и приносить пользу. Рыбалка уже все, у нас период убывающей луны завершился. В этот период Гекаты рыба не ловится. Сбор почек и хвои тоже не проводим, потому что в это время растениям и так сложно, они тоже находятся в состоянии Гекаты. Вот новая рубрика, просьба от наших зрителей, подписчиков, чтобы мы ввели рубрику «Комнатные овощи». Не цветы, а именно овощи. Очень многие выращивают на подоконниках, в комнатах огурчики мини, помидорчики, ну и другие растения. Что актуально в этот день? Актуальны зеленые операции проводите. Это обрезка сухих листьев, лишнее чего-то, какие-то пасынки. Вот это все делаете и для комнатных растений, также защита от вредителей и болезней. Также вот этот вопрос актуален, как и для комнатных цветов. Биопрепараты. Ну вот теперь мы рассмотрим 2 дня сразу же, потому что это знак стихии воды. 2 и 3 марта Луна будет в знаке Рыбы. Это будет среда и четверг, середина недели. И в это время, когда новолуние, Геката, ничего не сеем, рассаду не высаживаем. По-прежнему у нас очень актуальна защита от вредителей и болезней для цветов, для рассады. Ну и очень хорошо в это время проводить уже влагозарядку. Если здесь нельзя было, то в знаке стихии воды очень хорошо растения пьют воду, и она идет на пользу. А вот в новолуние, в дни Гекаты, подкормки не проводим. Будьте внимательны, у нас закончилась обрезка садовых растений, и сейчас вот уже в новолуние, если был бы знак стихии воздуха или стихии огня, в крайнем случае даже стихии земли, можно было бы в это время обрезать. Новолуние очень хорошо идет обрезка, но здесь стихия воды, поэтому ни в коем случае не проводим обрезки. А что мы делаем? Очень нуждается в нашей помощи кормление. Надо птички кормить. Вот чем можно заняться в саду. Зеленые операции в знаке стихии воды не проводим. Заготовки портятся очень быстро. Квашение тоже не делаем. Настойки некачественные. И вообще качество, даже о качестве нельзя говорить. Рыбалка завершилась. Не ловим рыбу. Рыба тоже пошла на дно и отдыхает. Не собираем в это время ни почки, ни хвои, потому что это знак стихии воды. И плюс, самое главное, это новолуние и черная луна. Для комнатных овощей, овощных растений актуальны поливы вот эти 2 дня. Немножко меняется ситуация уже в день, когда луна перейдет уже с 3 часов 54 минут в пятницу в знак Овен. Это знак стихии огня. Но это еще Геката до 20 часов 36 минут. Поэтому у нас практически весь день нерабочий для посевов, для посадки рассады. Причем пересадки, посадки, пикировка здесь никакие
работы не проводим с рассадой. Пусть спокойненько еще несколько дней переживет, и в хорошем благоприятном знаке мы сделаем все агроприемы с этими маленькими растениями. Что касается цветов, снова по-прежнему у нас комнатные цветы и рассада цветов, защита от вредителей и болезней. Ну и если вдруг нужно там обрезать какой-то листик, то, конечно, можно будет обрезать, но чуть позже мы об этом скажем. Поливы, пожалуйста, в знаке стихии огня не поливайте, бесполезно. Подкормки тоже еще рано, в черной луне никаких подкормок и тем более без поливов не проводим. В саду кормление птиц актуально, зеленые операции на комнатных растениях, на любых, цветы, овощи, все, что у вас есть, вот этот период используйте для того, чтобы лишние усики, пасынки, желтые листики, цветоносы сухие, все это обрезайте. И уже можно в знаке стихии огня делать заготовки. Квашение не проводим, а вот настойки можно очень даже неплохо сделать, можно уже закладывать. Все зависит от того, что вы хотите сделать, но можно уже начинать эту работу. Рыбалка у нас уже все отменяется, сбор почек и хвои еще не проводим. Нам нужны очень вот эти лечебные свойства. Растение только-только выходит из этого состояния покоя. Через несколько дней мы уже сможем это делать. Для комнатных овощей зеленые операции, защита биопрепаратами от вредителей и от болезней. Следующая рубрика нашего выпуска «Луна для дома, для здоровья» с 1 по 4 марта 2022 года. Очень интересные дни, видите, в основном это отрицательное здесь у нас нет, но давайте более подробно мы рассмотрим эти дни. 1 марта, вторник, печка будет гореть хорошо, хотя и давление в новолуние, но это знак стихии воздуха, можно спокойно разжигать. Тесто хорошее будет в знаке Водолей и в этом состоянии. Рукоделием еще не занимаемся. Вот обратите внимание, стрижка волос, стрижка ногтей, покраска. Вот эти важные мероприятия с нашей головой, с нашими ногтями не проводите в дни Гекаты. Это черная луна, а также перед новолунием и само новолуние это опасно для здоровья. А вот мыть волосы можно. Тем более, что впереди будет 2 дня, которые нельзя будет использовать для мытья, поэтому можно 1 хорошо помыть голову. У нас уже период очистки кожи завершился на убывающей луне. Здесь у нас уже этот период нельзя проводить мероприятия по очистке кожи. Ремонт тоже не занимаемся, хотя Водолей просто в дни новолуния лучше ничего не делать. Черная луна, ничего хорошего не получится. Проветривать вещи только при погоде хорошей можно. Вот стирать и убирать не советую. И так обслаблен организм перед новолунием. Ну и качество стирки будет не очень хорошее. Это знак стихии воздуха. Начало инкубации мы уже рассмотрели, февраль месяц, для того, чтобы получить хороший здоровый молодняк, птицы, курей, гусей, индюков и уток, по-моему. Так что у нас уже эти работы выполнены, а в марте мы будем уже рассматривать чуть позже, когда можно будет для того, чтобы получить уже в полнолуние, следующее полнолуние, качественный молодняк, мы будем рассматривать в дальнейшем марте месяце. Давайте теперь рассмотрим у нас вот эти 2 дня, 2 марта и 3 марта, они одинаковые 2 дня. Здесь новолуние Геката. С печкой будут проблемы, может быть дым в доме, потому что этот знак стихии воды. Плюс новолуние давит сильно. Вот что касается хлеба, он в это время получается, как лепешка, как блин. Поэтому лучше в это время блины печь. Вот мы такую тенденцию выбрали. Рукоделие очень хорошо в знаке рыбы, хотя это новолуние, так как мы ничего в это время не делаем, больше отдыхаем, можно заняться вышивкой, вязанием, очень даже хорошо. А вот этот момент сейчас, что касается мероприятий с нашими волосами, ногтями, пожалуйста, в эти дни, в дни рыб, да еще и новолуние, Гекаты, не стригите волосы, не стригите ногти, не красьте волосы, не мойте волосы в это время и не занимайтесь очисткой волос.
Это не очень хорошо, это даже очень плохо для наших волос. Уже скоро можно будет кое-что сделать, уже даже помыть волосы. Что касается ремонта в знаке стихии воды, здесь не проходит этот номер плюс новолуние, так что никакого ремонта не делаем, пропускаем эти дни, и проветривать вещи в это время бесполезно, они становятся влажными и набирают неприятного запаха. А вот что касается стирки, при хорошей погоде можно постирать вот эти 2 дня. В рыбах хорошо отстирывается. Ну и уборка тоже в это время в знаке стихии воды, тем более вот уже состояние такое. По мере возможности, если вас позволяет состояние здоровья, делайте в это время и уборку. Инкубации пока никакой не делаем в эти дни. Пятница, 4 марта, в Овне уже будет Луна, поэтому уже будет настрой лучше, хотя здесь еще Геката, некоторые дела нельзя делать, но вот уже будут лучше гореть дрова, уже дым не будет поступать уже в дом. Тесто уже хорошо будет получаться. Здесь еще энергии, накладывается еще энергии рыбы и знак стихии огня, и получается очень даже хорошо. Тут уже и Геката еще, но все равно уже тесто более-менее получается. Рукоделие уже все в Овне. Это огненный знак, он не очень этот знак любит, когда люди сидят и что-то делают. Далее, стрижка волос еще не проводим, стрижку ногтей тоже и покраску не проводим. Это время Гекаты. Берегите себя в эти дни, старайтесь вообще никаких манипуляций со своим телом не проводите. А вот мыть волосы в знаке Овна уже очень даже хорошо. Очистку кожи не проводим, ремонт пока не проводим, хотя знак стихии огня. Дайте возможность вашему телу отдохнуть и прийти в состояние нормального уже баланса, когда уже вот Луна выйдет из этого состояния с Гекатой, уже на следующий день можно будет этим заниматься, пока еще настрой идет нашего тела. Проветривать вещи у нас можно в Овне при хорошей погоде. Стирка будет некачественная, сразу вам говорю, поэтому тут что надо, перестирайте. Уборка нормально, текущая уборка пройдет хорошо. И начало инкубации не начинаем закладывать яйца в инкубатор или под курицу, утку, гусь, индюшка, утка, да. И вот эти пока птицы не подсыпаем под них яйца, чтобы получить молодняк. Луна для здоровья. 1 марта Луна будет в знаке Водолея, и это время черной Луны, еще раз напоминаю, поэтому очень сложный период для нашего организма. В это время очень уязвимы ноги, лодыжки, голеностопные суставы, икры, мышечная система, нервная система, кровообращение, сосуды ног, сердечно-сосудистая система. Будьте внимательны, в это время очень беспокоят судороги икроножных мышц, а также боли по ходу седалищного или бедренного нерва, особенно в области голени, а также тромбофлебиты. Ну и очень важно в это время у нас знать, что в Водолее нельзя проводить операции на венах и всей кровеносной системе. В это время обостряются болезни варикоз, тромбофлебит, геморрой, нервные болезни. Так что, пожалуйста, в эти дни новолуния, дни Гекаты, тем более Водолей, нельзя проводить операции. В это время эффективны нетрадиционные методы лечения. 1 марта нужно особо обратить внимание на пищу. Откажитесь в это время от сладостей, от продуктов из крахмала, от газированных вод, консервированных различных напитков, а особенно магазинных, от шоколада, картофеля и грибов. Зато можно употреблять в питании различные мясо, шашлык, колбасу, консервы, любую рыбу и рыбопродукты. Из каш очень хорошо готовить гречневую, пшеничную, овсяную. Очень хорошо и эффективно для нашего тела проростки зерновых и бобовых культур, а также хлеб с отрубями.
Употребляйте свежие овощи и фрукты без термической обработки. Пейте какао, орехи, мед, сухофрукты, молочно-кислые продукты, фасоль, соя, чай из ромашки, каркаде. Это вот как раз очень хорошо будет для нашего тела, для наших внутренних органов, для того, чтобы удерживать баланс вот этот период черной луны. 2 и 3 марта Луна будет находиться в знаке Рыбы. Это новолуние, и у 3 уже время Гекаты. Это очень сложные в это время энергии, практически их нет, рождается новая Луна. Ну и в это время еще Луна в Рыбах, поэтому будьте внимательны ко всему организму, но особенно уязвимы в эти дни будут ступни ног, кровеносная, лимфатическая системы, эпителиальная ткань, система обращения жидкостей. Ну а так как система обращения жидкостей особого внимания требует, не пейте черный чай в это время, кофе, алкоголь, лекарства. Ну а очень хорошо в это время травяные чаи использовать. Готовьте продукты, богатые калием, железом и йодом. Здесь любая рыба подходит, рыба-продукты, морская капуста, различные орехи, сухофрукты, молоко можно свежее, сыры, фрукты, овощи, различные зеленушки, если есть черная редька, готовьте из нее салатики, цитрусовые, гречневая каша хорошо, фасоль, изюм, яблоки. И очень прекрасно в это время пойдут тыквенные подсолнечные семечки, у кого есть. И добавляйте при приготовлении различных блюд пряности. А теперь очень важная информация. Кроме того, что новолуние, черная луна, сегодня столько звучат эти слова, рыбы – это время очень сложное для операций любых. В это время нельзя проводить любые операции. Но вот если что-то случилось, только при таком, конечно, положении дел делаются операции. Но если запланировать, не делайте. В это время уязвимы кровеносная и лимфатическая системы. Любые хирургические операции подвержены усиленному кровотечению. Вот поэтому в это время нельзя делать операции. Это самое неудачное время, кстати, для постановки диагнозов. Также для трактовки, сканирования и анализов. Будут обязательно ошибки и искажения. Я уже это на себе испытала, так что могу точно вас заверить, что это так бывает. Ну и в это время есть угроза отравления лекарствами и алкоголем. Будьте внимательны. И завершающий день нашего обзора, нашего гороскопа, это 4 марта, когда Луна уже будет в знаке Овен. Она перейдет из Рыб в 3:54 ночью, поэтому уже будут ощущаться энергии Овна все сутки практически, весь световой день. В это время в Овне, напоминаю, нельзя проводить операции на голове. Только в случае, если это какая-то экстренная операция. В это время очень уязвимы глаза и зубы, головной мозг, носоглотка и другие органы головы. Поэтому не идите на операцию в это время, могут возникнуть осложнения при челюстно-лицевой хирургии, при операциях на глазах. Лицо в это время, голову берегите. В это время, кстати, обостряются радикулиты, ревматические боли, грыжи позвоночника, артрозы и остеохондрозы. А теперь еще раз напомню, что в дни нахождения Луны в знаке Овен будьте очень внимательны с головой. Здесь уязвимы и кости черепа, и головной мозг, сосуды головного мозга, центральная нервная система, глазные яблоки, зрительный нерв, слуховой нерв, органы слуха, органы обоняния и зубы. Да, и нельзя в это время снова же использовать крепкий чай, кофе и алкоголь. Используем при приготовлении различных блюд
мясо нежирной птицы, рыбу и рыбопродукты, яблоки, морковь, лимоны, цветную капусту, цитрусовые различные. Что у вас есть? Редька, значит, редьку, если в теплых странах уже редис есть, лук, чеснок, помидоры, то, что заготовили, перец сладкий и горький, зеленушка, все, что у вас есть, различные салаты. Ну и очень хорошо в это время использовать отруби в питании для удаления шлаков. Ну вот такой у нас сегодня агрогороскоп. Его подготовили, как всегда, Раиса Горяченко и Александр Волик. Мы прощаемся с вами. До новых встреч на нашем канале. Будьте все здоровы, мира вам и добра.